Здесь убивают за стихи, знак неслыханного к ним уважения, потому что здесь еще способны жить стихами. Эти слова Надежды Яковлевны Мандельштам объясняют общую судьбу многих поэтов, о которых мы сегодня будем говорить. Их связывает не только общий цех поэтов, отношение к одному литературному направлению, акмеизму, не только личная дружба. Их связывает то, что им за стихи пришлось расплатиться собственной жизнью. И главная статья в их приговоре – стихи. А начинается все с ареста Николая Степановича Гумилева, которого привозят сюда, в здание на Шпалерной, в простонародье именуемое Шпалеркой, образцовую тюрьму XIX века. И здесь ему инкриминируют участие в составлении прокламации контрреволюционного содержания, участие в подготовке кронштадтского мятежа под руководством Таганцева, которого на самом деле не было. И дело сфабриковано абсолютно от первой до последней строчки. Получение денег за технические надобности и обещание связать организацию в момент восстания, группу интеллигентов и офицеров. Деньги, которые у него нашли, 200 тысяч рублей. Хватило бы на 3-4 буханки хлеба. Все остальные обвинения были беспочвенные и бездоказательные. Единственное, что смогли доказать, это недонесение. То есть слова, которые он не сказал, не произнес. И первый приговор будет за стихи, которые еще не были написаны. И такие прощальные стихи появляются, и так рождается легенда о находке в камере, где был Николай Гумилев, на стене, то ли выцарапанные, то ли написанные какой-то дрогнувшей рукой строчки, которые потом много лет в рукописном варианте кочевали, и Анна Ахматова с Иосифом Бродским эти стихи знали и даже обсуждали, могли ли они принадлежать Гумилеву. Но так как по Полю Элюару высшее назначение гения – готовность к смерти, то, конечно, поэт, большой поэт, не мог уйти, не попрощавшись с миром. В час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой проплывает Петроград. И горит над рдяным диском ангел твой над обелиском, словно солнце младший брат. Я не трушу, я спокоен, я моряк, поэт и воин. Не поддамся палачу. Пусть клеймит клеймом позорным, знаю, сгустком крови черным за свободу я плачу. За стихи и за отвагу, за сонеты и за шпагу. Знаю, гордый город мой в час вечерний, в час заката, каравеллою крылатой увезет меня домой. Это стихотворение вы не найдете ни в одном из сборников, потому что уже сейчас невозможно доказать подлинность. Но мне кажется, оно очень гумилевское. Оно объясняет практически всю его жизнь. Я моряк, поэт и воин. И Ахматова считала, что эти строчки, скорее всего, принадлежат Гумилеву. Их, видимо, знал и сын Николая Степановича, Лев Николаевич Гумилев, который спустя несколько лет оказывается здесь же, в здании на Шпалерке. И до него доходят легенды о том, как расстреливали его отца, только уже не здесь, его увозили на расстрел, здание на Гороховой 2. И даже участники этого расстрела были поражены стойкостью и мужеством Николая Степановича Гумилева. И из воспоминаний одного из осведомителей ЧК: знаете, шикарно умер. Я слышал из первых уст. Улыбался, докурил папиросу. Даже на ребят из особого отдела произвел впечатление. Мало кто так умирает. И чего он с контрой связался? Шел бы к нам. Нам такие нужны. И, может быть, под впечатлением этих слов сам Лев Николаевич Гумилев напишет стихи, за которые его и арестуют. В этом же здании на Шпалерке Лев Николаевич Гумилев
подписывает протокол с признанием в руководстве антисоветской молодежной организации контрреволюционной агитации. На самом деле за чтение стихотворения Осипа Мандельштама и за собственные стихи. Льва Гумилева мы знаем как ученого-этнографа, а посадили его за стихи, где, может быть, он думал о своем отце, когда писал: «Когда трещат дома в руках сибирской вьюги, и горы глыбами бросают с высоты, и рвутся у коней походные подпруги, Джамуги, смерть тогда припомни ты». Он вспоминает про монгольского лидера Джамугу, которого предали его же дружинники, и перед смертью у него была одна единственная просьба, чтобы смерть его была достойной. Именно такую достойную смерть и выбрал его отец Николай Степанович Гумилев. Серебряным седлом коням хребты натерла, желтела, вянула и падала трава, и кони падали, но разрывали горло последней гордости, последние слова. Вот эту строчку я бы, наверное, отнесла к последним легендарным, мифологическим стихам Николая Гумилева, которые нашли тогда в камере на стене. А посадили Льва Николаевича Гумилева за прочитанные стихи Осипа Мандельштама. Всем уже известные, ставшие хрестоматийные: «Мы живем под собою, не чуя страны». Когда Осип Мандельштам прочитал эти стихи Борису Пастернаку, Борис Пастернак сказал: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе и поэзии. Это не литературный факт, это факт самоубийства». И действительно, Мандельштам не мог молчать, и многие его стихи можно воспринять именно так, как факт самоубийства. В поэме «Без героя» Ахматова написала: «И так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике, и вот чужое слово проступает». Именно так проступают слова Осипа Мандельштама в одной из частей «Реквиема». Стихи одного расстрельного поэта в запрещенных и не напечатанных стихах другого поэта. В части «Смерти» Ахматова пишет: «Мне все равно теперь, клубится Енисей, звезда полярная сияет». Это прямая ссылка на очень важное стихотворение Осипа Мандельштама: «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей». В последнем четверостишии этого стихотворения Осип Мандельштам дает очень точное определение веку, в котором им довелось жить. «Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и со сна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет». В этом стихотворении он и дал точное определение «век волкодав», а эти поэты отказывались жить по волчьим законам. «Реквием» Анны Андреевны Ахматовой – это одно из самых сильных произведений, которое написано о массовых репрессиях не только конца 30-х годов, а вообще любых политических репрессиях. И это ответ тем, кто говорит о том, что саму-то Ахматову репрессиям не подвергали. В письме Сталину Ахматова пишет: «Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Горе близких и боль близких значительно тяжелее, чем своя собственная». И мы стоим возле памятника Анны Андреевны Ахматовой, который поставлен, как она и просила. Если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумают памятник мне, согласие на это даю торжество. Но только с условием не ставить его не около моря, где я родилась, и дальше, а здесь, где стояла я 300 часов и где для меня не открыли засов. 17 месяцев провела Ахматова в очередях перед крестами и перед другими тюрьмами Ленинграда. Как ни странно, сейчас, когда открываются понемножечку архивы, можно предполагать, что конечной целью репрессий, которые обрушились на близких Ахматовой, и в первую очередь на ее сына, конечной целью была сама Анна Ахматова, потому что сейчас уже известно, что была подписана санкция на арест Ахматовой, но кто-то вмешался и эту санкцию не пустили в дело.
Ахматова не записывает реквием, она его доверяет нескольким избранным, самым близким друзьям. И потом она говорила о том, что удивительно, что в самые тяжелые годы не предал ни один. Реквием – это многоголосый хор из многих-многих женских голосов, начинается от далекой истории, от далекого прошлого, от судеб стрелецких жен, через казачек и потом через обращение к себе из прошлого, к актрисе, которая играет какую-то непонятную трагическую роль, пропуская через свою собственную судьбу библейской матери, которая теряет своего сына. Ахматова создает произведение, которое будет носить 26 лет. Первое стихотворение, написанное в 1935 году, когда уже был арестован Мандельштам, и Ахматова вступала из-за него. А закончит она его в 1961 году, когда и будут написаны последние строчки. «Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был». Бродский говорил, что очень сложно в такой тяжелой ситуации, переживая такое горе, остаться поэтом и посмотреть на все как бы немножко со стороны, для того, чтобы создать вот этот объективный документ чувств, которые пережили люди в то страшное время. С Осипом Мандельштамом Варлама Шаламова свела не жизнь, а смерть. Уже после смерти поэта в сборнике «Колымские рассказы» Варлам Шаламов помещает рассказ, который называется «Шерри Бренди», который является ссылкой на очень известное стихотворение Мандельштама с этим же названием. В основу этого рассказа положена полулегенда о том, как умирал Мандельштам. Таких версий очень много. Кто-то говорил о том, что он умер в одном из пересылочных лагерей. Кто-то говорил о том, что на судне, которое везло его во Владивосток. Существует версия и о том, что его тело было брошено за борт во время этого долгого пути. Уже в конце 80-х годов появились воспоминания очевидцев, которые тоже немножечко друг другу противоречат, но такая легенда, наверное, оправдана. Судьба репрессированного поэта становится легендой и темой для размышлений о том, как умирает поэт, и отличается ли его смерть от смерти обычного заключенного. Варлам Шаламов не называет в своем рассказе Мандельштама по имени, для него он поэт. И он вкладывает в его сознание один вопрос. Умер как актер – это еще понятно, но умер как поэт – это как? И пытается ответить на этот вопрос. Наверное, умер как поэт – это со стихами своими и чужими, которые путаются в уже угасающем сознании. И в голове умирающего поэта всплывают строчки Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Роковые минуты выпали на долю наших поэтов, и Шаламов выбирает именно этот вариант, потому что у Тютчева есть два равноправных варианта – счастлив и блажен. Вот здесь подходит как раз слово «блажен». Блажен, кто смог прожить жизнь своими стихами. И здесь же звучит завет библейский. Вначале было слово. Слово оказывается мостом, связывающим всех поэтов, о которых мы сегодня говорили. И мостом в бессмертие, потому что после их смерти их имена тоже оказываются рядом. Рядом на постаменте памятника Михаила Шемякина, который называется «Жертвам политических репрессий». С одной стороны, сфинксы родственны тем, что находятся на набережной возле Академии художеств и являются одним из символов Петербурга. А с другой стороны, место выбрано не случайно. Их головы изъедены до черепа. И этой страшной стороной смерти, они обращены к крестам в ленинградской легендарной тюрьме.
на постаментах сфинксов, на бронзовых табличках слова репрессированных писателей и поэтов Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Варлама Шаламова, Иосифа Бродского. Хотелось бы всех поименно назвать, но отняли список и негде узнать. А может быть, Михаил Шемякин выбрал такой образ для своего памятника, отталкиваясь от строк Александра Блока: «Россия – сфинкс. Ликуя и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью». Такова судьба репрессированных поэтов и их расстрельных стихов.